Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю поднять такую важную тему, как знаки и символы. Потому что именно они правят миром, и если мы понимаем их изначальный смысл, то они даже помогут нам предотвратить катастрофу или хотя бы пережить их с минимальными потерями. Потому что те символы, которые выносятся на государственный уровень и которые были известны широко в прошлом, они имеют глубочайший смысл, глубочайшее влияние на нас и сегодня, и всегда в цикле истории, потому что это какие-то циклические процессы, которые описывают мироздание и влияют на выживание народов. Потому что символы и знаки правят миром, а не слово и закон, как приписывают эту слово Конфуцию, но, скорее всего, это относится в принципе к основам мироздания, потому что те же знаки и символы идут напрямую в наше подсознание, то есть в нашу душу. И мы их лучше воспринимаем, понимаем именно на уровне души. Отсюда слово и закон, оно уже вторично по отношению к символам и знакам. Поэтому нужно понимать их изначальный смысл, который поможет спастись даже целым цивилизациям. И понять, почему предыдущие цивилизации погибли. Москва имеет в современном мире два основных герба. То есть это герб государственный, это два орла, и Георгий Победоносец, он же герб Москвы. Опять же, вот эти символы как раз предупреждают нас и о строении мироздания, и как избежать периодической катастрофы. Они очень важны. Почему их нужно понять? Потому что изначально мы их видим где? Вот слева бог солнца гор, он же Горыныч с головой сокола, поражает демона Сета в образе крокодила или рептилии. То есть это знаку это 1000 лет. Сет это бог воин с красными жгучими глазами. Но он же изначально защищал бога Ра от змея Апопа. Опять же, что мы видим? Борьба солнца с рептилиями, со змеями какими-то огромными. По факту это, скорее всего, как раз эти кометы, которые приносят на нашу планету периодические катастрофы. Но перед нами есть символ Ра и символ гор. Рарок, то есть сокол. То есть, опять же, тот же Гор Горыныч, он изображается с головой сокола. Также бог гор и Сет могут сливаться в единое двухголовое божество. Херуифи она называется. То есть это бог-покровитель далеких стран и чужеземцев. Но по факту перед нами голова сокола и голова птицы Ра. Что получается? Рарок. То есть вот этот двухглавый орел изначально это птица Феникс, левая, символ возрождения из пепла, а правая птица Рог или Рог, символ прямого божественного управления. Отсюда Рарок или Рюрик или Сокол. Тебе понятно, откуда этот символ? Так вот, этот символ как раз показывает нам мироздание. А синенькая стрелочка показывает вот эту лодку, на которой плывет этот Ра, изначальный белый свет. Она же как раз созвездие Большой Медведицы. Перед нами слева символ хетов. Они же имели бога Тархуна, который управлял страной Хати от имени всех богов. Он направлял божественных правителей. И этот символ еще известен с 4-го тысячелетия до нашей эры на территории современной Турции, где жили хетты. Они же гетты, они же готы, они же скифы. Что я показал в предыдущих видео. У них же есть змей Илуянка, с которым опять же они там воюют, побеждают. И посвящено это все празднованию Нового года. То есть мы приближаемся к астрономическим событиям. Справа скифская монета, где тоже мужчина на коне копьем кого-то хочет побеждать. Монетки это 2300 лет. То есть опять же это символ Георгия Победоносца. Того же Питона Пифона побеждал Аполлон, тоже солнце при помощи стрел. То есть он как раз отклонял вот эту комету-убийцу цивилизации. Но мы сейчас дойдем до этого момента. То есть борьба человека со змеями, она заложена изначально. А как связано, например, те же этруски с Египтом? Да напрямую. Вот нашли, например, мумию с этрусскими текстами в том же Египте. Нашли еще в 19 веке. Не могут тоже понять, как она там оказалась.
Так связь прямая была, в том числе и населением, и в том числе общением, передачей информации. Оттуда же вышел культ Белерафонта. Это тот, который товарищ победил Химеру. Химеру, которую, как бы, мы знаем уже, что породила Ехидна. Но этот культ был развит как раз в Коринфе, Ликии, Карии, Греции, Риме. Вот, например, античная галло-римская мозаика, 2-3 век. Мужчина на коне копьем поражает как бы козла, одного из проявлений Ехидны. Ну зачем я это показываю? Потому что Георгий Победоносец современный именно родом отсюда. А в какой же смысл? А смысл здесь очень глубокий. Потому что перед нами звездное созвездие Змееносец, он же Змееборец. Вот он, человек, борющийся со змеей. Если посмотреть справа, это красная такая стрелочка. В чем его суть? Время это приходит, это 13-й знак зодиака забытый. Он приходится с 30 ноября по 17 декабря. За ним сразу следует Козерог. Он начинается примерно, в западной астрологии считается с 21 декабря по 19 января. То есть там начальный этап солнечного цикла. То есть, как вы знаете, с 22 по 25 Солнце как бы мертво, 25-го после 3 дней оно возрождается, начинается новый солнечный цикл. Вот об этом и предупреждает как раз Георгий Победоносец, о том, как движется Земля и Солнце. Опять же, вот эта стрелочка, которая проводится между Землей и Солнцем, она попадает в то созвездие, которое Земля проходит. Вот оно есть, вот это вот копье. То есть все это есть на звездном небе. И в своем блоке НАСА еще в 2016 году тоже призналось, что представители древней цивилизации догадались провести воображаемую линию, указывающую от Земли к Солнцу, как стрелка. Они внимательно проследили на то, что эта стрелка указывает в течение солнечного года. И случилось это более 3000 лет тому назад. То есть они установили, что созвездий 13. Это та же тема, что Иисус и 12 апостолов, между прочим. Они расположены на условном круге. Впоследствии получилось название этого круга зодиакального. Туда же этим кругам были приписаны определенные черты. То есть там и астрономия, и астрология. Но поскольку это делали в Вавилоне, то разделили календарь как бы на 12 месяцев, 12 созвездий. Да, это справедливо, но все-таки для тех, кто живет в полой земле. Потому что 12 часов дня, 12 часов ночи, 12 месяцев это как бы цикл пола Земли. На поверхности Земли у славян другое время, я показывал в предыдущих видео, это 16 часов. Перейдите, посмотрите, будет полезно. То есть перед нами астрономические символы. Но если со змеей, козерогом, как бы крылатым конем, потому что кон это круг, все понятно. Белерафорт и Химера это как бы циклы Земли и Солнца. Остался вопрос про льва. И он оказался самым значимым. Потому что, да, лев это 5-й знак зодиака. Да, есть созвездие льва. Но сейчас она не играет такой роли. Потому что это как бы оно... Созвездие льва это 10 августа, 15 сентября. В западной астрологии с 23 июля по 22 августа. То есть никаких сейчас праздников не происходит. Но... скорее всего, происходило примерно 12-13 тысяч лет назад. И что там было? То есть была астрологическая эра льва. Она продолжалась, скорее всего, с 12 по 10 тысячелетия до нашей эры. И анализ дендерского зодиака говорит, что именно к этому времени относится окончательное погружение Атлантиды, всемирный потоп, и вследствие движения земных полюсов, после которого Солнце, ранее находившееся, которое восходило на западе, стало подниматься утром на востоке. Последующая история человечества наполнилась предупреждениями о возможности повторения катаклизма. Вот о чем нас предупреждает этот лев, об эпохе льва. Я уже показывал глобальная катастрофа 17 века на канале. Мы находили эту комету-убийцу, которая, скорее всего, и появилась тогда. То есть это та комета с периодичностью 575 лет. Она же Тифон, она же убийца цивилизации. Когда мы понимаем сейчас, что этот символ обозначает, о чем он нас предупреждает, то есть на государственном уровне, можно сделать все, чтобы получить наименьшие потери, а получить, наоборот, максимальную выжимаемость населения
от периодического удара этой кометы, который влияет на нас, на Земле и приводит к постоянным периодическим катастрофам. Вот о чем нас предупреждали. Плюс, опять же, если вспомнить про льва, это не только символ дождь-бога, но как бы род Тули, он же этрусский, прибыл изначально из системы дождь-бог солнца с земли Ингард. Они называли себя внуками дождь-бога. Сейчас эта звезда Денебола тоже, как бы, она находится, официальное название ее Бета-Льва. Соответственно, плюс вот вам изображение дождь-бога, изначально которое привезли те же этруски. То есть это созвездие льва в современности. То есть каждый как бы символ имеет многогранное значение. Плюс рассказывают про ту прародину, откуда прибыли люди, которые несут эту же культуру. То есть это я тоже показывал в предыдущих видео, что мы все пришельцы, перейдите, посмотрите. То есть то, что вот этот символ потом был преобразован в христианстве в Святого Георгия, всем известно и понятно. Те же крылья Пегаса перекочевали на этого дракона. Осталась одна змея, как бы, но смысл тот же самый. То есть это астрономические события, это периодичность катастроф, которые, скорее всего, начались 13 тысяч лет назад с гибели Атлантиды и разрушения нашей второй луны Фаты. Скорее всего, осколки этой второй луны Фаты и есть эта комета Тифон. Да, это все надо изучать, но, как мы видим, это уже доказано у меня на канале, в том числе мы были в Киркинетиде. Опять же, город скифов в Крыму. Что мы там видим? Мужчину на лошади с копьем, который кого-то хочет поразить на земле. И написано «Карки». Ну, это тоже имеет право на существование, потому что Энрак это тот же Геракл. Притом монетки, на минуточку, она 2300 лет. Слева это как раз богиня Тюхи. Она же как бы Тара и движение созвездия Большая и Малая Медведица по небосводу. Обратите внимание, вот они, это башенки, которые вокруг Тары крутятся. Это как бы кон мироздания, круг. Оттуда идет, кстати, излучение Ра. Вот она лодка, кстати, Ра. По легенде, пленившись красотой узницы Танаи, Зевс проник в виде золотого дождя. От него родился Персей, Перунов сын, а от него в итоге родился и Геракл, как сокращение, кстати, Кар у него. То есть небесный отец Зевс, опять же он прародитель скифов, опять же он зародился от Тарха дождь-бога. Ну, как бы все связано, все в том числе связано и с земными, и с астрономическими событиями. Плюс, если посмотреть на как бы звездное небо, то вот этот Геракл, Геркулес, он как бы при помощи Волопаса, этого плуга, и при помощи связи с Большой Медведицей как бы пашет звездное небо. То есть все эти герои есть на звездном небе, и они как бы связаны и с Зевсом, и первозданным светом, и опять же предупреждают нас об астрономических событиях. В том числе этот плуг получили те же скифы, так как они были в том числе и землепашцы, что современная наука тоже отрицает. Плюс, если посмотреть на эти монетки с этим Георгием Победоносцем, а в итоге это тот же Геракл, то там есть и как бы письменные источники, которые показывают самый древний календарь на Земле, то есть славянский. Если его применить, то до сентября 2025 года будет идти 7533 лета по-славянски. То есть монетки это 369 году на нашей эре она выпущена, что немножко корректирует исторические данные науки и позволяет установить их точное время чеканки. Опять же, наука про это как бы не знает или не хочет. Напишите ваши комментарии под видео. Опять же, та же Киркинетида нам говорят, а это греки все строили, но там скифские монеты, скифские герои. Здесь уже написано Энрон, тот же самый Нерон. Да-да, в Риме он появится намного позже, потому что эта монета тоже примерно 4 века до нашей эры. Обращать внимание, что там как бы лошадь на дыбах, то есть, скорее всего, данный герой или правитель погиб в бою. Может, она кому-то как бы, это как похоронная монета. Потому что вот слева внизу я показывал тоже монету скифскую царя Атайлса. Но, опять же, скифы пишут, скифы чеканят свои монеты, живут в городах,
Но для науки они всю жизнь проводили на заднице у лошади. Хотя всем прекрасно известно, что если бы скифы не снабжали зерном высокоразвитые цивилизации Рима и Греции, они бы там постоянно голодали. Но об этом тоже наука забывает. Зачем же здесь были торговые города? И забывают о том, что Неаполь скифский, современный Симферополь, тоже основали скифы. И опять же, почему-то кочевые скифы живут в городе. Ну, вот такая вот у вас наука современная. Плюс, опять же, на этих монетах Киркинетиды мы видим надпись «Полкан». То есть в русской мифологии богатырь, кентавр, полупес, киноцефал. Он же кентавр, то есть это конь и тавр. То есть тавр на коне фактически. Отсюда Таврида. А там те же тавры, кстати, они же жители Трои и Крита. Кстати, если здесь прочитать, то получится Полушка. То есть, опять же, одна из древних русских монет названия. Хотя перед нами половина солнечного цикла. Ну, если из славянской буквицы данные взять. Того цикла, который был как раз до катастрофы Атлантиды. 360 дней. А вот это символ У. Это символ созвездия Рака. Тропик Рака. Почему это важно? Потому что это северный тропик или тропик Рака. Самая северная широта, на которой Солнце в полдень может подняться в зенит. Это происходит в момент летнего солнцестояния. В противоположность ему южный тропик Козерога, да, того, который как раз Белерафор поражает. Это происходит в момент зимнего солнцестояния, потому что у Земли две части. Когда в северной лето, в южной зима. Когда в южное лето, в северной зима. Вот такие вот наши реальные возможности работы планеты Земля с тем же солнечным потоком. Да, вот это созвездие Рака в виде клешни. Помните, я там у прародителя скифов ехидный, как бы у отца она есть, эта клешня. Опять же, Геракл борется с этим крабом, отсюда Карканетида. Ну, как бы мы видим, что все это не просто так, все это связано с созвездиями. Почему вы сегодня не знаете этого? Народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. А перед нами надо знать это прошлое, чтобы не повторять ошибок, но и быть готовым к глобальным катастрофам. Потому что наши предки, те же скифы, перед ними уходили в горы и тем самым сберегали свои жизни, а потом расселялись по низменным территориям, когда потопы проходили. Вот и весь секрет. То есть помните, повторение мать учения, но информация никогда с первого раза не усваивается. Мы видим реальное прошлое для того, чтобы изучать его, понимать эти ошибки, иметь будущее просто. Все ссылки на материалы в описании под видео, ну, либо на канале. Переходите, смотрите. Огромное количество информации в заставках. Там можно более подробно узнать о освещаемых темах. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени. Не просто уткнуться в гаджет. Но поставить лайк, написать комментарий, поделиться информацией в социальных сетях. Это поможет здравомыслию распространиться. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.